Всем привет из Новой Зеландии. Что же, закончилась наша неделя тестирования вот этой машины. Это Mini Cooper S Convertible, то есть кабриолет. К сожалению, машина не представлена на российском рынке, но я думаю, что это и придает ей какую-то еще большую изюминку. Поскольку это версия Cooper S, то, естественно, она немного подогретая по сравнению с обычными Mini. И конкретно у этой модели 192-сильный движок, двухлитровый, турбированный. И первую сотню эта машина делает за 7 примерно секунд, но при этом не уничтожает топливо, поскольку расход в среднем по городу получается около 5,8 литра, но в общем около 6 литров, что делает ее довольно экономичной. Конкретно на этой версии Mini ездить, конечно, одно удовольствие, потому что с открытой крышей очень хорошо слышен звук, который производит двигатель и выхлоп. Если бы дождь не шел, постоянно бы ездил и в холод с открытой крышей, потому что совершенно невероятное ощущение. Ты нажимаешь на газ, и ты слышишь, как ведет себя машина. Вообще о внешностях машин Mini спорят, и этому спору нет конца. Одни говорят, что дизайн очень интересный, и этим машина отличается от всего потока. Другие говорят, что он как минимум несуразный какой-то. Но я могу сказать одно. Вот эти машины, это новое поколение Mini, они выглядят намного лучше, чем предыдущее поколение. И, пожалуй, что главное, что отличает нынешнее поколение Mini от предыдущего, это еще большее внимание дизайнеров марки к мелочам. Например, посмотрите, как выполнены вот эти защитные дуги. Они прикрыты пластиком, и из-за этого машина имеет совершенно другую форму. Кабриолет — это вещь интересная, но не всегда хочется иметь именно кабриолет или именно обычную машину. Иногда хочется в процессе что-то поменять. Для того, чтобы крышу открыть или закрыть, нужно остановиться или ехать со скоростью 30 км в час, не больше. Сама крыша открывается и закрывается довольно быстро, за 18 секунд, и сделать это можно прямо с брелка. В Mini Convertible есть очень странная и непонятная штука, но тем не менее очень классная. Это так называемый пинометр. Функция, которая показывает, сколько времени вы провели с открытой крышей в машине. Вот, например, наша версия уже проехала целых 57 часов с открытой крышей. 57 часов. Несмотря на то, что машина очень маленькая, в принципе, багажник можно назвать вместительным. 215 литров багажник при раскрытой крыше. Давайте проверим, насколько это работает. У нас есть такой чемодан. Не влезает. Но, как говорят, есть функция Easy Load. То есть это не так легко, но при определенной сноровке можно разобраться, как это делается. Более того, задние сиденья складываются,
что дает возможность чуть больше всего напихать в машину. И крышка выдерживает 80 килограмм, то есть по большому счету вы можете что-то и сюда положить тяжелое. Так что те, кто скажут, что такие маленькие машины ни на что не способны, кроме как того, что возить клюшки для гольфа или ракетки теннисные, это не так. К самому Мини Куперу вопросов никаких нет. Мини делает отличные машины, и от них одно удовольствие за рулем. Это действительно уютная, очень драйвовая машина, маленькая, юркая, с достаточной мощностью, с абсолютно дружелюбным интерфейсом, все кнопки на нужных местах, все интуитивно понятно, ничему не нужно учиться. В общем, сел, поехал и получаешь удовольствие. Но я хочу сказать про кабриолетную составляющую, поскольку для меня это в новинку, это был первый кабриолет, на котором я когда-либо ездил. И здесь ощущения двоякие. Да, с одной стороны, когда отличная погода, дует теплый ветерок, и ты наслаждаешься солнцем, все здорово. Но при этом, если жарко, то напекает. Если холодно, то надувает. Если идет дождь, то намокает. Да, прикольно иметь как бы две машины в одном. Захотел, убрал крышу, захотел, обратно поставил. Но насколько ли стоит это того, чтобы доплачивать за нее дополнительные деньги, тут уже, наверное, каждый решает сам. Но с уверенностью могу сказать, что Мини принял правильное решение, что не привез кабриолеты в Россию, поскольку в нашем климате пользоваться такими машинами однозначно было бы невозможно. Несмотря на то, что Mini Convertible не продается в России, мы все равно решили составить примерный прайс на эту модель. Так вот, базовая комплектация обошлась бы примерно в 1,5 миллиона. А с опциями, которые установлены на этой машине конкретно, цена дошла бы до 2 миллионов рублей. А что в Новой Зеландии, так это 53 900 долларов за базовую комплектацию. Соответственно, чем круче двигатель, чем больше опций, тем лучше и дороже. Но что такое вот эти 2 миллиона? Много это или мало? Представьте себе, что вы решили купить эту машину в кредит, заплатили 500 тысяч первого взноса и еще 3 года платите по 45 тысяч рублей каждый месяц. Не считая расходов на каско, которое будет около 190 тысяч рублей в год и прочего. Но, если вам кажется, что это много, то представьте себе, что тот Clubman, который мы тестировали в России недавно, и вы сможете найти ссылку здесь, стоил почти 3 миллиона рублей. Примерно за то же самое, что есть и здесь. Мне, конечно, немножко жаль, что дождь омрачил нашу неделю тест-драйва и не получилось в полной мере насладиться машиной, съемками, показать вам эту красоту, потому что действительно она как выглядит здорово, так и ездит она очень-очень круто. Она немного агрессивная, и снаружи, и внутри. Она действительно привлекает внимание, она очень комфортная. И я очень рад, что у нас уже здесь, в Новой Зеландии, получилось прокатиться на такой машине. И это только начало, друзья. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы увидеть больше видео из Новой Зеландии. И до скорых встреч. Пока! Всем привет из Новой Зеландии. А мы не на английском? Пишем? Это... Как это называется? Мусорный бак видно на фоне? Нет. Является деталь. Например, вот эти...